Всем привет! Вы на канале НЛО. Меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. Сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми новостями. Еще точнее, речь пойдет о сквиллингах. Очень многих людей они заинтересовали и напугали. Из всего того, что мы с вами вместе узнали с той записи видеорегистратора, сквиллинги умеют брать под контроль своих жертв. И, по-видимому, они умеют считывать либо всю, либо некоторую часть памяти. Это, конечно, не может не пугать. Мои источники молчат. И не потому, что они не хотят мне помочь, нет. Правительство США делает все возможное, чтобы найти этих тварей и захватить хотя бы одну из них в плен. Ну или на крайний случай, уже всех просто уничтожить. Фантом, Стивен, Грегор – все молчат. И это не может не настораживать. Нет, вы не подумайте, они мне отвечают, но им нечем со мной просто поделиться. Поэтому я решил взять все в свои руки. Недаром ведь я раньше был отличным разведчиком. Методично, каждый день, уделяя этому час, а то и два, я стал искать хоть какие-то крупицы возможной информации. Я прекрасно понимал, что общественность даже не догадывается о нависшей над нами всеми угрозой. Быть может, вы тоже не догадываетесь. Позвольте мне вам объяснить. Если эти сквиллинги проберутся в высшие органы управления, или, что еще хуже, в верхушку военного сектора, то существование всей нашей расы окажется под угрозой. И я, как один из главных борцов за правду, какой бы она ни была, не могу этого допустить. Первым методом поиска я определил чтение газетных колонок, в которых публиковалась информация о пропавших людях. Но у этого метода был существенный минус. Я один, а информации много. Более того, нельзя исключать человеческий фактор. Тут либо все попали под контроль сквиллингов из числа похищенных, либо какая-то часть стала жертвой маньяков и серийных убийц. Именно здесь я определил использование второй стратегии, а именно поиск некой серой зоны или даже целого региона рядом с той злополучной дорогой в никуда. Ведь именно там стало впервые известно об этих существах. Честно сказать, не думаю, что Центариусы или этот загадочный Артур с ними как-то связаны. У тех и у других свои особенные цели. О них мы, конечно же, еще обязательно узнаем. Я лично прослежу за тем, чтобы люди точно узнали о них истину. И тем не менее, я стал выстраивать линии возможных взаимосвязей на своей специальной доске. Красными линиями я стал выделять известия о пропавших людях, чьи похитители никогда не связывались с полицией и родственниками. Далее, уже черными я стал выделять регионы, где похищения происходили чаще всего. Спустя неделю такой кропотливой работы я наконец-таки выделил один единственный город, вокруг которого происходили странности. Это был Кармел. Он находился в том же самом штате, где живу и я, в Калифорнии. Если информация с Википедии не врет, то город находится в округе Монтерей. Население города составляет всего 1350 душ. И именно рядом с городом в близлежащих поселениях пропадали люди. Это, конечно, не может не настораживать. В частности, меня удивило, что местные власти оказались бессильны. В целом, их можно даже понять. Похитители не требовали никаких выкупов. Они даже не звонили и не угрожали, как это обычно бывает. Честно сказать, мне не пришла идея лучше, чем самому отправиться в этот городок и разведать обстановку. Вы, наверное, подумаете, что я совсем спятил. Возможно, так оно и есть. Но и вы поймите меня правильно. Как я могу оставаться в стороне, когда происходит то, в чем я более или менее разбираюсь? Конкретно, что сквиллинги постепенно и методично берут под свой контроль людей. А что бы вы сделали на моем месте? Прошу, поделитесь своим мнением в комментариях под данным видео. Помню, это было начало марта. В Калифорнии было тепло. И я взял наличные деньги, оделся по-простому. Я также взял с собой свой надежный, как швейцарские часы, черный револьвер 38-го калибра. Почему-то именно такой вид полуавтоматического оружия всегда вызывал у меня больше доверия. И я отправился в городок Кармел. Его еще называют иногда как Carmel by the Sea, что обозначает расположение в одноименном заливе на берегу Тихого океана. То есть это такой среднестатистический маленький рыбацкий городок. Дорога заняла у меня целых день пути. Несколько раз мне приходилось останавливаться, подремать,
По радио то и дело играли мои любимые группы от Джонни Кэша с его неизменными нотками далекого Дикого Запада, до, собственно, классных классических рок-групп, как Starset и Too Close to Touch. Слушая их, я старался убедить себя, что со мной ничего не случится. Хотя где-то в глубине души я испытывал сильные сомнения. А правильно ли я поступаю, подвергая себя риску? Что и кому я пытаюсь доказать? Наверное, это все из-за моего давнего желания воочию повидать пришельцев. Быть может, даже сразиться с некоторыми из них. И хотя мне уже 37 лет, часть моего юношеского максимализма все еще оставалась при мне. И где я теперь? Еду, собственноручно, разведывать обстановку в каком-то прибрежном городке. Дожили, блин. За всеми этими раздумьями я доехал до города, остановился жить в одном из местных мотелей и сразу же лег спать, потому как время уже было поздним, около полуночи. Пистолет я положил себе под подушку, ну так, на всякий случай. Меня преследовало ощущение, будто бы за мной кто-то наблюдает. На утро я вышел прогуляться и зайти в какое-нибудь местное кафе, чтобы позавтракать. Первое, что мне показалось очень подозрительным, на улице почти не было людей, хотя это был рабочий день, и нет-нет, но хотя бы даже пожилые должны были куда-нибудь дойти. Улицы были практически пустыми. Зато в кафе Манеле, куда я по итогу забрел, помимо меня сидело еще 4 постояльцев. Местные они или нет, я так и не понял. Заказал я себе порцию панкейков с ежевичным джемом, кофе со сливками, ну и пару тостов с маслом. Обслуживала меня очень милая официантка по имени Стейси. Ее-то я и стал расспрашивать первой обо всем странном, что могло бы происходить. Улучив момент, когда она наливала мне кофе, я спросил: «Вас зовут Стейси, верно?» «Да, это так. Вы что-то еще хотели заказать? У нас очень вкусное банановое мороженое, если хотите». «Буду иметь в виду. Благодарю. Скажите, пожалуйста, вы не замечали ничего необычного?» «Необычного? Нет, не замечала. Разве что никто не хочет есть наше банановое мороженое. Кстати, оно у нас очень вкусное. Хотите?» «Нет, я не хочу пока заказывать банановое ваше мороженое, извините». «Жаль. У нас очень оно вкусное. Ну что ж, если у вас больше нет вопросов, то я пойду». И она ушла. Я даже не успел у нее что-то еще спросить. Ее поведение меня насторожило. А еще я умудрился привлечь внимание других посетителей. Все они смотрели на меня достаточно враждебно. Одному из них я даже постарался как можно добрее улыбнуться и даже поднял свою белую чашку с кофе, изобразив жест, что приглашаю его чокнуться со мной. В ответ неизвестный мужчина тоже улыбнулся. Правда, как-то слишком уж широко, что ли. Выглядело это, если честно, жутко, и я быстро вернулся к своей трапезе. У меня в голове остался его образ: широкоплечий, с густой черной бородой, но лысой головой. Одет он был в зеленые брюки, а сверху была красная клетчатая рубашка. С виду он напоминал мне фермера. Его дружки не особо выделялись по одежде, плюс-минус выглядели так же, как и этот мужик. Панкейки, правда, оказались немного недожаренными. Уж не знаю, в чем там была причина. Я поднял руку, подзывая Стейси к своему столику. Но не успел я ей что-либо сказать, как она тут же наклонилась ко мне. Моему взору открылся глубокий вырез в ее униформе. И я на секунду потерял дар речи. Девушка же в свою очередь положила руку на мою и шепотом на ушко сказала: «Мистер, моя смена скоро заканчивается. Ко мне или к вам?» «Лучше к вам, мисс», — отозвался я, приходя в себя. «Просто живу в отеле, и поэтому мне неловко». «Как скажете, мистер. Ждите меня тут. А ваш заказ за счет заведения. Повар мне передал это. Теперь я передаю вам». И она удалилась. Не могу сказать, что я был обделен женским вниманием, но вся эта ситуация вызывала одно лишь подозрение у меня. Уж слишком все было приторно, и официантка ни с того ни с сего заинтересовалась мной, и мне каким-то образом удалось заинтересовать ее. Да еще и счет мой оплатили, хотя по меню я должен был заплатить всего-то там $10.
Четверка людей все так же сидела за столом. Некоторые пристально смотрели на меня. А тот мужчина, который ответил на мою улыбку своей странной и пугающей, он снова улыбнулся в своей манере. И все это меня изрядно напрягало. Я проверил пистолет, который лежал у меня в правом кармане джинс. Он оказался на месте. И меня это немного успокоило. Через пару минут я вышел из кафе и стал ждать Стейси. Мне было уж очень любопытно, это все некий заговор против меня, или же я и впрямь понравился этой чудаковатой девушке. Прошло около 3 минут, прежде чем она вышла. На ней была все та же униформа кафе. Странно, а я думал, что работница всегда переодевается в свою обычную одежду. Подумал я тогда, но вслух ничего не сказал. Зато сказала Стейси. «Я не знаю вашего имени, мистер». «Ах да, простите, меня зовут Эндрю». Представился я своим вымышленным именем. С собой у меня даже были все документы на это имя. Ну так, на всякий случай. «Что ж, Эндрю, тут недалеко. Пойдемте. Я вся сгораю от нетерпения. Кстати, вы надолго?» «На пару дней». «Обязательно попробуйте наше банановое мороженое». «Непременно», — сказал я, порядком достало меня это уже упоминание о мороженом. Нет, я его, конечно, люблю и даже разные виды, но это навязывание. Мы прошли мимо какого-то переулка, и девушка завела меня в него и прижала к стенке. Я успел подметить в конце этого переулочка забор, как возможный путь отступления в случае чего. Стейси же взяла мои руки и положила их себе на грудь. Взгляд у нее был очень игривый, но какой-то пустой, что ли. «Не могу терпеть. Давайте сделаем все здесь. Вы любите быстро или медленно?» «И так, настороженно ответил я. Что-то было не так, но я все пытался понять, откуда ждать подвоха. Стейси поцеловала меня в шею, своим горящим язычком она провела по ней, а затем слегка прикусила своими зубками. Я стоически терпел, ожидая, что же будет дальше, и этот момент настал. Она наклонилась к моему ушку и вполголоса сказала: «Давайте станем единым, Эндрю». В целом, эта фраза имеет очень двусмысленное значение, но в моем случае она явно хотела подчинить меня себе. В тот же момент я почувствовал, как по моей правой руке ползло что-то странное и слизкое. По ощущениям, это сравнимо с медленно ползущей улиткой. Ощущается приятный телу холод. Все мои инстинкты тут же воззапили, и я оттолкнул девушку от себя. Она ударила спиной о кирпич здания и обмякла. По моей же руке полз небольшой серый червь. Чем-то он мне даже показался схожим с пиявкой. Я незамедлительно ударил левой рукой по нему, и он упал вниз. Правая рука плохо слушалась. Чувство было такое, будто она онемела. Мне пришлось уже левой рукой лезть в свой правый карман брюк. И когда я вытащил свой револьвер, червь пытался вовсю уже скрыться под кучей мусора. С пистолетом в левой руке, хотя я правша, я начал ногами распинывать старые мешки с мусором. И когда я нашел эту ползучую тварь, то направил на нее пистолет и выстрелил. Тварь ужасно заверещала. Это был низкочастотный писк, но мне он запомнился на всю жизнь, уж будьте уверены. Он мне не помешал выстрелить в себя повторно. Писк тут же прекратился. Я же опустился к земле и на всякий случай забрал гильзы. Мне пришла в голову одна идея, и я достал свой мобильный телефон и сделал фотографию этой твари. Вы можете увидеть ее сейчас на своих экранах. Когда я обернулся, Стейси все так же сидела без сознания. Я не без труда перевернул ее на спину левой рукой, потому что мне стало любопытно, где же находится тварь, которая держала девушку под контролем. И я нашел ее. Сквиллинг присосался к пояснице девушки. Я пытался снять его, но он был намертво прикреплен к ней. Более того, когда я пытался это сделать, он начал противно пищать, а сама Стейси в тон к нему закричала. Через несколько минут в переулок зашли 3 человека. Они мне сразу не понравились. Все до единого были вооружены битами. Более того, среди них был тот самый лысый мужик из кафе в красной клетчатой рубашке. Он громогласно сказал: «Обижаете девушек, да? Да еще и убиваете наших сородичей.
Нехорошо, Эндрю. Сейчас мы вас научим хорошим манерам. Ну а после... Что после? Я удивленно спросил, не дав ему договорить. После вы станете одним из нас. И мужчина снова жутко улыбнулся во всю ширь своего рта. Мне такая перспектива не понравилась. Я обернулся к железному забору и потихоньку начал перелазить через него на другую сторону. Чувствительность в моей правой руке постепенно восстанавливалась. Как только мучительный перелаз закончился, я побежал к мотелю. Благо, он был совсем недалеко. Ключи от машины у меня также были с собой. Каюсь, дорогие зрители и подписчики, я впервые в жизни не расплатился за проживание в мотеле. Но ситуация была критической, ведь кто знает, сколько еще людей было под контролем этих тварей. Сев в машину, я завел двигатель, развернулся и стал быстро уезжать из города. Улицы по-прежнему были очень пустые, никто не пытался мне помешать, на дорогах машин также не было. Вдавливая педаль газа, я как можно скорее пытался покинуть город Кармел, и спустя уже 10 часов я добрался до своего дома. На моей стороне была госпожа Удача, ведь мне не попалась ни одна патрульная машина, которая могла бы остановить меня. Когда я зашел домой, то тут же закрыл все двери, револьвер я положил рядом на тумбу. С одной стороны, цель поездки оправдалась, и я собственноручно нашел новую информацию. Но с другой, я чуть было не погиб, и меня до сих пор била мелкая дрожь. Этот город по-хорошему нужно изолировать, а может и вовсе провести некую военную операцию. Только вот, я не знаю, к кому бы я мог обратиться за этим. Дорогие подписчики и зрители, если у вас есть знакомые, кто служит в военных структурах, пожалуйста, покажите им это видео. Я уверен, что только объединившись, мы сможем справиться с этой угрозой. Я же, в свою очередь, тоже не останусь в стороне и буду подключать все свои связи. Эту гниль нужно вычищать. С вами был Стрэндж. Конец связи.